Так, друзья, всем привет. Сегодня сверхинтересных новостей у нас нет, но тем не менее мы продолжаем работу, и кое-что новое у нас есть. Значит, по-прежнему мы ожидаем от Дубай участок, и последняя встреча была у меня где-то примерно 9 дней назад с его высочеством шейхом Хашером, где он заверил, что все интересно, и вопрос будет уже решен в какое-то ближайшее время. Но ближайшее время у них, я так понимаю, понятие растяжимое, поэтому мы не будем здесь просто сидеть и ждать, мы будем рассматривать еще и другие варианты, а именно, значит, примерно 3 недели назад я был в Дагестане, это село Хунзах, это такое курортное, можно сказать, место, очень интересное, великолепное, да. Мы сделали, значит, с главным архитектором района объезд этого села, присмотрели подходящую локацию для нашего объекта, сделали съемку с дрона и подготовили промо-ролик вот, по этой локации. Также нами подготовлено письмо в адрес главы Дагестана. И это письмо мы планируем отправить примерно через 2-3 дня. Также это письмо мы у нас опубликуем в наших соцсетях. Поэтому каждый сможет ознакомиться, что мы там написали. Как скоро мы получим ответ, я не знаю. Ну, в общем, мы постараемся, конечно, повлиять на это и попросить, чтобы нам ответили поскорее. Кроме того, буквально в четверг получили мы предложение еще от одного технопарка, который находится недалеко от города Анапа. Там очень хороший ветер, это новая территория. Вот. Подробные условия мы от них ожидаем получить в понедельник-вторник. Мы уже предварительно получили, значит, место расположения этого участка, видео с дрона по вот этому технопарку, общее такое видео. В общем, мы посмотрели силу и скорость ветра на этом участке, она очень даже хорошая, там средняя скорость 5,45 метра в секунду, среднегодовая. Так, сейчас, кстати, надо мне вот здесь, наверное, запустить, чтобы видеть вопросы. Одну секундочку, я что-то подзабыл об этом. Угу. Да, ребят, ну если у кого-то вопросы есть, то, конечно же, с удовольствием на них ответим. Так, ну что, значит, по новостям. По новостям мы продолжаем работу, очень важную работу, очень нужную работу. Когда-то все об этом вспомнят, что такую работу необходимо было сделать, чтобы нам просто не сказали спасибо за вашу технологию в какой-то момент, да. Поэтому мы работаем по получению евразийского патента. Так, по получению евразийского патента мы достигли второй стадии. Также я поздравляю наших инвесторов проекта «Город Логистик Экосистем». Мы здесь достигли в Малайзии 8-й этап. Так, ну и часто получаю вопрос о том, что у нас по участку в Индии. Мы там провели геолого-физические исследования грунтов. Вот, провели эти исследования, получили результаты лабораторных испытаний, выяснили, что земля там хорошая, она вполне нам подходящая, да. Но также часто мы получаем от наших, в том числе инвесторов, информацию о том, что с Индией нужно быть поаккуратнее, так как, ну вот, имеет место быть коррупция. То есть и мы в ходе производства работ можем внезапно получить какое-то письмо или бумагу о том, что мы что-то кому-то должны для того, чтобы мы эту работу продолжали. Поэтому этот участок у нас, мы могли бы, в принципе, там уже в ближайшее время начать работу, но нет уверенности, знаете, что вот прямо здесь нужно брать и начинать. Также по проекту «Вода» мы достигли 8-й этап евразийский патент, с чем я вас, ребят, поздравляю. По проекту «Вода» у нас 4-я стадия достигнута в США.
Подготовили мы, значит, видео, презентацию проекта «Транспортно-логистическая система города для Китая». Вот. Ну, единственная проблема, что в Китае все сети, они закрыты, они там такие китайские, даже, как выяснилось, канал, ну, что-то подобное YouTube-каналу завести, там целая проблема. Там нужно иметь, там представить нужно китайский паспорт, предоставить еще массу всяких историй. Ну, закрытая страна, вот в этом смысле закрытая. Хотя бурно растущая экономика, но в этом смысле она закрытая. Поэтому мы будем продолжать с этим роликом, будем его продвигать, будем отправлять его в разные министерства архитектуры и строительства для того, чтобы они ознакомились, узнали о нашей технологии и поняли ее. Так, по проекту «Вода» у нас вторая стадия из 8 в Японии. Вполне, я думаю, что мы где-то до апреля месяца, может быть, даже и раньше уже получим патент в этой стране. Также у нас работа идет по патентованию проекта «Вода» в России. Да, и спасибо Равиндеру. Равиндер выступил в качестве нашего представителя на значит, панельные дискуссии, индустриальные комплексы для Индии. Да, это проходило мероприятие в городе Пенджаб. Вот, поэтому также это важная работа, потому что как еще можно распространить информацию среди профессионалов. Ну и мы приняли в аналогичном форуме в Южной Корее, провели аналогичную работу в Южной Корее. Ну, сказать, что мы каких-то результатов достигли, я здесь не могу, но тем не менее такую работу обязательно нужно вести. Ну и по проекту «Город» мы получили патент в Германии. Вопреки всем утверждениям, что Европа не будет давать патенты по российским паспортам, ну, хорошо пока что политика не касается вопросов изобретательства, инноваций и так далее. Поэтому это, конечно, очень хорошо, что люди разумные. Да? Также, ребят, интересная новость о том, что наш макет транспортно-логистической системы города вместе с башнями «Ветер» теперь находится на территории Экспо Дубай 2020. И это тоже открывает новые возможности, так как не каждый чиновник готов посещать DIP там, где мы сейчас находимся. С чем я и, собственно, поздравляю. Так, по проекту «Вода» у нас в Китае достигнута вторая стадия патентования. По Австрии, значит, мы получили патент в Австрии, ребят, по проекту «Транспортно-логистическая система города». Наконец-то, да? А также мы получили патент по проекту «Транспортно-логистическая система города» в Великобритании. С чем я вас, ребят, поздравляю. Уже эти новости, да, как будто обыденные, типа, ну здрасте, да, воспринимаются. Хотя, ребята, эта работа очень даже важная, нужная и серьезная. По проекту «Ветер» мы достигли 6-й этап из 8, значит, Саудовской Аравии. А Саудовская Аравия на сегодняшний день, у нее мечта и цель выйти в лидеры, так сказать, в вопросах строительства, в вопросах современных городов, современных зданий. Поэтому я считаю, что это тоже очень даже важный этап. И я надеюсь, что в скором времени уже мы получим патент. Так, значит, также мы получили патент в Болгарии. Болгария, привет. Там у нас основной представитель Симона. Молодец, девочка все понимает, все знает. Единственное, о чем она говорит, что иногда очень трудно объяснить людям, о чем идет речь, что там за инновации такие, да, и так далее. Но это, ребята, это, я думаю, нормальная история. Почему? Потому что если бы мы вместе с вами продвигали там такое устройство, как эскалатор, тогда, когда его не было, сталкивались бы с точно такими же вопросами, типа ступеньки, которые двигаются, зачем это надо, кому это надо. Скучные какие-то истории кажутся в то время, да, но сегодня мы знаем, что любой торговый центр, метро, вот, или какой-то бизнес-центр, они все используют эскалаторы. Так, ну и Швейцарии, да, в Швейцарии мы получили патент по транспортно-логистической системе города.
Да, страна небольшая, но страна всегда думает о том, чтобы быть экологичной в отношениях человека и природы, поэтому в какой-то момент я тоже думаю, что это сыграет очень даже интересную роль. Ну что, ребят, на этом новости у нас на сегодняшний день закончились. Предлагаю перейти к вопросам, если они у нас имеются. Так, Сенегал привет передает. Приветствую. Так. Симона как раз смотрит эфир. Симона, приветствую. Поздравляю с патентом в Болгарии. Ага. Так, да, ребят, и по поводу Вьетнама. Это, значит, я вернулся буквально позавчера. Это было позавчера. Я вернулся из Вьетнама. Там мне представили на ознакомление 2 участка. Ну, один из них нам не очень подходит, а второй вполне себе даже подходит. Поэтому сейчас следующий этап – это обсуждение условий получения такого земельного участка. Ну и собственник этого земельного участка, конечно же, определил то, что необходимо будет встречу провести с мэром. Город – это Тханьхуа, это город курортный, город с хорошим ветром. Этот город находится не так далеко от моря. Поэтому я надеюсь, что тоже у нас будут подвижки. Таким образом, у нас на сегодняшний день имеются, значит, одна локация в Индии, имеется у нас в Дубае диалог, у нас имеется, соответственно, Вьетнам, и у нас намечается 2 локации в России. Поэтому 5 локаций, которые мы должны рассмотреть более внимательно. Ну, что мы и будем делать в ближайшее время. Так. Как обстоят дела в Дубае? Будет ли там демонстрационное здание? Ребят, ну, как я и говорил, что встреча у нас здесь есть, подтверждение интереса оно есть, но каких-либо конкретных шагов пока нет. Ну, почему это происходит, я не знаю. Пока мне ответа нет. Ну, я так думаю, что можно, наверное, будет уже, хотя в традициях арабов, если ты ведешь диалог с одним, то нужно его и продолжать вести, к другим не стоит обращаться. Ну, постепенно приходит мысль о том, а может быть, ну, Дубай – это известно, избалованный такой большой город, а может быть, стоит обратиться в соседние Эмираты, их здесь достаточно много, это Аляйн, Шарджа, Амаль-Кувейн, значит, Фуджейра, и, может быть, стоит провести диалоги с этими Эмиратами. В общем, я думаю, что в ближайшую неделю я сделаю еще один визит к нашему уважаемому шейху и как-то уже в более конкретной форме, наверное, задам такой вопрос, когда у нас все-таки ваши обещания, именно его обещания, когда они превратятся в реальность. Поэтому я надеюсь получить более внятный ответ. Хотя, ребят, ну, достаточно затруднительно это сделать. Сами понимаете, когда человек фактически владеет этим городом, вместе со своей семьей, конечно же, да, очень много у него там и компаний, и посетителей, как правило, очень много. Бывает даже на прием хотят попасть более 20 или 25 человек, и даже не со всеми он успевает поговорить. Вот. Поэтому то ли это связано с его занятостью, то ли еще как-то, да. Но будем пробовать, будем продолжать эту самую работу проводить. Так, ну и еще у нас, опять же, вопрос по Индии. Здесь задают, ребят, по Индии участок вполне удовлетворительный для того, чтобы реализовать там проект. Но проблема в том, что Индия может, так сказать, какой-то сюрприз
не очень приятный в какой-то момент предоставить. Это нам пишут и сами наши инвесторы. Поэтому в Индии мы можем начать хоть завтра. Может быть, с тактической точки зрения это было бы правильно. Но с точки зрения работы в долгую, да, это, наверное, не совсем правильно. Я думаю, стоит еще подождать. Пока вот я не увидел, не получил уверенность в том, что это то самое место. Так. Ну, а вообще по поводу Вьетнама. Вьетнам, конечно, очень привлекательная страна, очень дружные люди, очень позитивные, коллективные. Вот. Там вообще в одиночку, по-моему, никто не ходит. Как правило, это группа из 5-8 человек, и всегда они шагают в одну ногу. И в общем и целом впечатление очень даже хорошее. Так, ну что, ребят, у нас вопросы на сегодня, я вижу, пока их нет. Поэтому давайте встретимся тогда, когда у нас будут еще новости. Наверное, на сегодня все. Юра. Ага. Все, ребят, до новых встреч. Будем работать.